Итак, друзья мои, экстренный выпуск «Экономика». Кризис просто мощнейший, страшнейший. Слушайте, акции компаний стоят сейчас такие смешные деньги, что вы можете купить долю в компании по цене в 3 раза меньше, чем кэш на балансе этой компании. Это небывалое время, в общем, вообще ничего не понятно. Вот. Набиуллина всегда обычно одевает брошку, и это означает какое-то событие, такой пиар-ход. Так вот сейчас Набиуллина ходит в черном и без брошек. Возможно, это полный. Мы будем руководствоваться сейчас исключительно нашим наблюдением. Все очень быстро устаревает, поэтому этот выпуск будет ценен в ближайшие 48 часов, не больше, может быть 24 часа. Игорь Владимирович, наверное, самый такой широкий вопрос, который касается так или иначе каждого, это курс рубля. Что сейчас делать с рублями, если они есть? Стоит ли покупать валюту, которая скачет каждый день? Что посоветуете? Мне все говорят: Игорь, вы прошли кризис 98-го года, дайте совет. Еще раз говорю, сейчас другой кризис, другие времена. В 98-м году не было ничего, кроме валютной составляющей товаров, сырья, и поэтому стратегия была очень простая. Либо ты доллар купил вовремя, перед тем, как он вырос, а если не успел, быстро идешь и на рубли покупаешь какой-то товар с валютной составляющей, чтобы когда идет обновление поставок, цена вырастает, в этот момент ты спекулируешь и продаешь. И это было в 98-м году. Сейчас совсем все по-другому. Есть гораздо более элегантные способы. Понятно? Самый элегантный способ — это откупить акции компании, которые сейчас на просто невероятном днище находятся просто из-за биржевой паники. Но люди в панике распродают, а вы так спокойно вот покупаете. И все. Отскок будет разы. Да, если введут эмбарго и, значит, не будет биржи, не волнуйтесь. Есть такие бумаги, у которых компании в виде дивидендов сейчас отдают 20 годовых, 25 годовых, понимаешь? Если ты будешь скупать телевизоры, какие-то потребительские товары, и потом они у тебя будут вот этой кучкой где-то лежать, это точно тупик, это фейл. Я вижу, что многие интуитивно, значит, идут этим путем, но кроме приобретения избыточного хлама, который, ну что ты, у тебя уже есть 2 телевизора, ну зачем тебе объективно 3-й? Если вы собирались строить дачу, дом и так далее, так все, стройте, это норм, все хорошо, но если только собирались. А вот впрок ничего не надо покупать, на потом, на это не надо. Сегодня выйдет выпуск, сегодня бегите, открывайте счет у брокера и покупайте Лукойл, Норильский никель, НЛМК и так далее. И мне не жалко, вы пойдете сейчас покупать, акции вырастут, потому что спрос будет. Ну хорошо, я меньше куплю, но зато вы купите, и вы получите бабки, я буду рад. Все, напишите мне, кто заработает на моих вот этих вот советах. Предлагаю вернуться к инвестициям. Как вам кажется, стоит сейчас продавать акции иностранных компаний, если они у кого-то есть? Потому что все сейчас переживают, возможно ли будет как-то вообще распорядиться этим портфелем, что с ним делать, что посоветуете? Здесь такая интересная ситуация. Торги на московской бирже остановлены, и их продление зависит от решения регулятора, а регулятор каждый раз продлевает приостановку. То есть в принципе у всех тех, кто акции есть сегодня, они в общем-то продать, купить не могут. Таким образом Центральный банк реализует китайский сценарий. Он просто говорит: ах так, вы валите наш рынок, тогда мы торги остановили и, значит, вот, и все. Китайский сценарий. Если вы ранее купили акции российских эмитентов или иностранных эмитентов, вам не о чем волноваться. Все ценные бумаги, именно акции, они надежно защищены, и расчеты, то есть клиринговые взаиморасчеты, да, и депозитарии, то есть это хранилище записей об этих бумаг, они отделены от брокеров и от банков. Поэтому вне зависимости, какие банки, попавшие под санкции и так далее, вы всегда сможете спокойно перевести в другой депозитарий ваши записи, и все будет нормально. Вот поэтому беспокоиться не надо. Другое дело, если вы хотите воспользоваться моментом просадки, значит, бумаг российских эмитентов, вы можете, например, продать какие-то бумаги иностранные, да,
ну, дать поручение вашему брокеру, да, и закупить на эти деньги, значит, резко просевшие бумаги российских эмитентов. Когда я говорю, что надо купить русские бумаги, ну, то есть русских эмитентов, то есть надо каким-то образом находить брокера, который возьмет ваши рубли, конвертирует их в доллары, да, и купит акции на лондонской бирже. На лондонской бирже российские бумаги торгуются. Вот я лично покупаю сегодня, значит, купил уже вот с утречка, и сейчас еще, наверное, дам команду еще подкупить. Да. На лондонской бирже через брокера. Сейчас, конечно, государственные банки очень сжаты санкциями, ну, огромный удар, отрубание от счетов и так далее. Вот. А некоторые банки, некоторые брокеры, они могут делать такие операции. Поэтому ищите таких брокеров, которые берутся и делают такие операции. Здесь, конечно же, опять вот это вот попадание на жилье, возможно, да? Я не знаю, как с этим быть. Хоть самому банк открывай, вот, честно говоря, ну такой брокерский банк, ну видишь, как бы, вот он бы сейчас очень бы работал бы, очень бы кстати, а потом опять стабилизация наступает и опять ничего, поэтому экономики тоже не получается. Есть ли бумаги, в которые не стоит ввязываться и ни в коем случае не стоит их покупать сейчас? Да, конечно, общая рекомендация такова: компании с большим долгом, которые могут столкнуться с трудностями по его обслуживанию и могут задефолтить и войти в банкротство. Раз, я бы не рекомендовал ходить в такие компании. Вот. И компании ну, с госучастием, на которые будут очень большие санкционные давления. Если ты хочешь не терять бабло в момент вот этих вот катаклизмов, то тебе следует, ну, скажем так, оснастить себя устройством не потери бабла в такие времена. Понятно? Это устройство называется так: уметь работать с фондовым рынком, который резко проседает в момент кризиса, да, а потом, когда все стабилизируется, восстанавливается. Понятно? И то, что люди, например, если взять Америку, там любая домохозяйка имеет акции. В России, ну, не просто не любая, а это редчайший случай, чтобы домохозяйка покупала акции. В результате домохозяйка, когда идет кризис, что делает? Гречку скупает. У меня иногда такое ощущение, что почему гречка дорожает в момент кризиса? Все скупают гречку, а зачем? Но если ее перебирать, вот это самое, то это успокаивает. Может, для этого? Я не знаю для чего, потому что я лично не скупал никогда гречку, но всегда мне вот эти публикации, что гречка, все вымели. Ну, с другой стороны, гречка — биржевой товар. Как бы понятно, такой вот, наверное, они наслышали здесь хеджирование рисков. Ну, то есть, и вот они вот на гречку, говорит, гречкой будем хеджировать риски. Ребята, поймите, мы живем вот в 21 веке, но не так это все происходит. Если вас ваша прабабушка научила гречкой хеджировать риск или солью, но это было 50 лет назад, сейчас не так все. Слушайте Рыбакову, подписывайтесь на мой канал, отправьте своим бабушкам, дедушкам вот, ну, вот этот выпуск, например, отправьте. Что с бизнесом сейчас? Стоит ли тем, кто планировал его начать в такие турбулентные времена? Или, может быть, наоборот, замереть? Отличный вопрос, я вот на своем примере. Я сейчас вчера с 5 компаниями говорил, 5 основателей компаний, генеральные директора, и они все такие: а что делать, надо валить из России, уезжать или что-то. Ну все вот на… Я говорю: так, ребят, я говорю, для меня это, ну там, почти 10-й кризис. А теперь внимание, смотрите, когда кризис, все говно поднимается до небес, и не только говно. Все поднимается, все приводится в подвижность. Все люди, которые раньше были в своих ракушках, так сказать, залипшие, устроенные, да, они тоже становятся подвижными. И если раньше мне, чтобы привлечь офигенного специалиста в какое-то там место в моей компании, нужно было его выковыривать откуда-то там деньгами, уговорами, там 2 года за ним охотиться и так далее, понимаете? Ждать его, потому что он говорит: ну, я еще не готов, или я там еще не готова, и вот я вокруг нее, блядь, кружу там вот, баражирую. То сейчас она вот вся подвижная, и я только прихожу, и она такая: все, что же делать? Я говорю: островок спокойствия ждет тебя, вот. Она первый раз встречает человека, который, рядом с которым чувствует, ну, защищенность. И она говорит: а ваше предложение в силе? Я говорю: да. И вот все, я
разживаюсь на нового супер-мега сотрудника, который офигенно вовлечен, и я стартую новую линию бизнеса. Да я ее не то что стартую, я просто все, что она делала в той компании на халяву, теперь это в моей компании. Она всю команду оттуда приводит и все. Люди, понимаете, подвижные, это же круто. Второй пример. Компания, которая никак не решалась выйти за рубеж из России. Вот никак, что-то не до того, все потом, мы не готовы и так далее. Сейчас, когда ей американцы обрубили домены, ну они ж как там, типа им вы дали вот эти санкционные там поручения, они там все пообрубали, и бизнес этой так маленькой компании, он вот все, кирдык, и они такие приходят, говорят: Игорь Владимирович, нам надо резко, стать не российской компанией. Я говорю: чего же вы сидите-то? Так сидела компания, ждала, никак не решалась, потому что всегда были какие-то дела, готовилась, да, а тут приходит, когда шторм. И вот в маленьком разговоре с этим основателем я говорю: ну что, время пришло. Он на меня смотрит, он же пришел весь встревоженный. Я говорю: когда шторм, маленький стаксель, маленький парус ставишь, и он тебя офигенно тащит. Главное, чтобы ты сохранял устойчивость своего плавсредства, вот этого корабля, и ловко работал с вооружением. И вот эта компания выходит в международный сектор. А международный рынок, чтобы вы понимали, смотрите, российский рынок 2% от мирового. Ну, то есть это очень мало. А международные рынки, соответственно, 98%. Понятно, что любая компания, вышедшая на мировой рынок, просто это океан по сравнению с лужей. Вот и все. То, что вы не могли или было очень сложно сделать в стабильные времена, сейчас делается гораздо быстрее. Каким бы делом вы ни занимались, бизнесом ли, или строительством дома, или строительством школы. Слушайте, главное сейчас в эти времена держать свой разум в чистоте через делание, через деяния. Дело стабилизирует человека и дает ему, скажем так, опору и энергию. Все, не бросайте свои дела и так далее. Ну а те, кто занимается бизнесом, используйте эти времена, чтобы сделать то, на что вы не решались или руки не доходили до того, когда все было стабильно. У меня последний вопрос. Вы упомянули, что сейчас много мошенников будет. О чем идет речь? Кого опасаться вот обычным людям, которые, может быть, ищут, куда вложить деньги или еще что-то? Ну, действительно, много мошенников. Их всегда много, сейчас просто их еще больше. Кстати, раньше были все специалисты по вирусологии, да, я видел, там, ковид, все дела, да. Сейчас все специалисты по инвестированию. Типа, дайте мне деньги, мы знаем, как решить. Вот тут опять новые финансовые пирамиды развиваются, да. Поэтому общая рекомендация следующая. Если вы связываетесь с брокером, то этот брокер должен быть рейтингован на рынке. Брокер там БКС, очень там, Атон, Freedom Finance, например. Казахстанские корни у него, он во всем мире работает. Вот, рекомендую вот Freedom Finance. То есть я даже на первое бы место поставил сейчас Freedom Finance, вот, потому как он имеет международный охват. Да, и БКС, Атон как вот, дополнительные. Не работайте с блогерами, которые там вам предлагают дать им деньги и куда-то, каких-то телеграм-канал вот начинают: зайди в мой телеграм-канал, я там даю инвестиционные рекомендации, выполняй мои рекомендации, и все. Ребят, это все чушь. Потеряете деньги, будет очень больно. Самое главное, кто теряет деньги, они потом даже рассказать об этом не могут, они не могут рассказать, какую глупость они совершили, поэтому они скрывают это. Я вам говорю, что не делайте просто так, и все, будет больно. И еще раз повторяю, серьезнейший, страшнейший кризис, война, турбуленции, отрубание финансовых там каких-то вот возможностей, люди беднеют и все, серьезный кризис. Но я хотел сказать вот что. Мы рождены изначально с верой. Я продолжаю верить в людей, и я продолжаю верить в нашу способность строить и обустраивать прочный мир. Я хочу, чтобы вы тоже верили. Увидимся. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.